Что же на самом деле скрывалось за улыбкой Тэхёна по прибытии в Корею? Неужели это конец тайны любовного треугольника, которая долгое время была лишь домыслами? Этот факт лишил армии дара речи. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, пока новость не исчезла. Аэропорт Инчхон, который обычно лишь молчаливо наблюдает за уходом корейских знаменитостей, в тот день словно замер. Фанаты, ожидавшие с рассвета, внезапно замолчали не из-за усталости или задержек, а из-за одного момента, который случился слишком рано, но которого хватило, чтобы на секунду остановить сердце миллионов. Тэхён Ви из BTS вышел из зала прилета с лицом, которое было трудно прочитать. И то, что произошло несколько минут спустя, изменило все. А вы тоже это почувствовали, что-то было не так с выражением Тэхёна в тот момент. Он словно хотел что-то сказать, но не словами. Его глаза были не такими, как обычно, не полными улыбки, не стильными, не наполненными той харизмой, которая всегда была у него на сцене. В них чувствовалась явная тяжесть. И что еще удивительнее, впервые он этого не скрывал. Некоторые смогли заснять этот момент, но большинство просто опустили глаза. То, что они увидели, было не тем айдолом, который обычно выступал безупречно. Они увидели фигуру человека, борющегося со своими чувствами. И когда журналисты задавали вопросы в соблазнительных тонах о слухах о любовном треугольнике, которые считались всего лишь фандомным бредом, все думали, что Тэхён, как обычно, промолчит. Но нет. Впервые за долгую историю слухов, домыслов и тайн, окружающих личные отношения участников BTS, Тэхён не стал это отрицать. Что еще более шокирующе, он кивнул. И с его слегка дрожащих губ сорвалось предложение, потрясшее все корейские СМИ. «Я знаю, что это взорвется, но я больше не хочу скрываться. Я люблю их обоих, но, возможно, я могу выбрать только одного». Эти слова мгновенно вызвали цунами домыслов. Кого он имел в виду? Как костяшки домино, падающие одна за другой, все следы вели к одной точке – Чингуку и еще одному человеку, чье имя начало всплывать в тайных разговорах преданных фанатов. Кто был третьим в этом любовном треугольнике? Был ли это кто-то из той же индустрии, коллега-айдол или кто-то неожиданный, кто был рядом все это время? Журналисты тут же бросились сочинять заголовки. Телефоны фанатов не переставали разрываться от уведомлений из чатов, полных смелых теорий. Но одно было несомненно – Тэхён наконец-то признался в существовании любовного треугольника. Незадолго до этого камеры засняли Чингука, сидящего в одиночестве в одном из тайных кафе в Итэвоне. Ни персонала, ни телохранителей, только он и остывшая чашка кофе. Взгляд его был пустым, словно он думал о чем-то слишком серьезном, чтобы держать его в одиночестве. Несколько источников сообщили, что Чингук отказывался от всех запланированных интервью последние 2 дня. Его также видели выходящим из общежития с небольшим чемоданом, словно он собирался уехать далеко. Связано ли это как-то с признанием Тэхёна? Или Чингук уже знал об этом раньше всех остальных? Напряжение возросло, когда СМИ начали раскрывать, что третья фигура, предположительно замешанная в любовном треугольнике, была не чужой в мире развлечений, не просто айдол, а человек, который когда-то был очень близок с обоими, даже упоминался как неофициальное связующее звено в их сольных проектах. Стали появляться старые фотографии. Анализы выражений лиц во время концертов. Видеозаписи, где Ви и Чингук смотрят друг на друга на сцене, все это всплыло и было снова подвергнуто анализу. А как насчет агентства? HYBE, известные своей защитной реакцией и быстрой реакцией, на этот раз выглядели необычно медлительными. Никакого официального заявления. Никаких разъяснений. Как будто они тоже пытались понять, что происходит на самом деле, или, возможно, разрабатывали грандиозную стратегию по контролю над последствиями. Но главный вопрос, волнующий общественность, был не просто в том, что произошло, а в том, почему именно сейчас. Почему Тэхён решил заговорить именно сейчас после столь долгого молчания? Было ли это внутреннее давление? Было ли это частью смелой рекламной стратегии? Или это отчаяние, то, что долго сдерживалось, наконец вырвалось наружу?
бывший сотрудник BTS, пожелавший остаться анонимным, раскрыл шокирующую тайну. Он сказал, что атмосфера в группе в последнее время изменилась. Есть напряжение, не враждебность, а странное молчание. Они заботятся друг о друге, но при этом держатся на расстоянии. И я думаю, это как-то связано с личными отношениями, которые были скрыты, сказал он. Некоторые фанаты, придерживающиеся жесткой линии, были разочарованы, в то время как другие испытали облегчение. Наконец-то есть честность. Что бы ни выбрал Тэхён, мы его поддерживаем. По крайней мере, теперь мы знаем правду, написал один из ARMY на международной платформе. Другой же прокомментировал: если Чингук действительно пострадал из-за этого, я не могу этого принять. Тем временем Чимин, известный своей близостью к обоим, опубликовал историю с загадочной цитатой. «Иногда любовь – это не вопрос того, кто лучше, а того, кто нужнее». Внезапно социальные сети сошли с ума. Знал ли Чимин больше, чем говорил? Или он был вовлечен в этот эмоциональный конфликт? А что же Чингук? Заговорит ли он или останется безмолвной раненой фигурой? В тот день мир больше не обращал внимания на музыкальные чарты, личные достижения или мировые рекорды. Все были сосредоточены только на одном любовном треугольнике, существование которого только что подтвердил один из самых ярких представителей индустрии развлечений. Это были не просто сплетни. Это были не просто признания. Это было начало чего-то гораздо большего, чем могли себе представить армии или публика. С наступлением ночи тысячи глаз снова уставились на экраны, ожидая одного уведомления, не от СМИ, не от HYBE, а от личного аккаунта Чингука, или, может быть, от кого-то, кто скрывается за всем этим. Но ничего не появилось. Никто ничего не сказал. Только тишина, громче, чем все остальное, потому что мир знал, после этого признания что-то обязательно произойдет. Но что? По мере того, как тишина продолжала нарастать, тревога начала перерастать в неудержимый шторм. На следующее утро мир был потрясен не заявлением HYBE или постом Чингука, а появлением человека, которого никто не ожидал так глубоко втянуть в этот водоворот. Фигура, которую когда-то знали лишь как друга за кулисами, наконец-то вышла на поверхность. Его имя шептали в фан-сообществах еще накануне вечером, но никто не верил ему по-настоящему, пока он сам не написал длинную записку в своем давно заброшенном аккаунте в социальных сетях. Послание было простым, но ударило, как молот по треснувшей стене. «Я обещал не вмешиваться, но теперь не могу видеть, как два любимых мной человека отдаляются друг от друга, потому что правда слишком долго скрывалась». Эта фраза стала началом еще одного признания, того, которое открыло самый глубокий пласт этой истории. Он не называл имен, но каждая строчка ясно указывала на двух людей, которые сейчас боролись с чувствами и делали выбор – Тэхёна и Чингука. То, что все это время скрывалось, начало обретать форму. Раньше, когда близость Тэхёна и Чингука становилась центром внимания, всегда присутствовала третья фигура, уравновешивающая их – на концертах, в репетиционных залах, в зарубежных турах. Он всегда был рядом. И теперь все эти части начали складываться в единое целое. Он был не просто другом или стилистом, он был тем, кто тайно был частью эмоций, копившихся годами. В своем признании он написал, что все это время были чувства, от которых он не мог избавиться, моменты, когда ему приходилось притворяться улыбающимся, наблюдая, как улыбаются друг другу два любимых человека, не осознавая, что он тоже находится между ними. И самым болезненным, по его словам, было то, когда ему приходилось отказываться от всего, чтобы сохранить хрупкую гармонию, которую они создали. Но все изменилось, когда Тэхён вернулся из-за границы и публично выразил эти чувства. Он знал, что пути назад не будет. Спрятаться было негде. Больше не было места молчанию. И в тот момент он решил встать, не для того, чтобы бороться за кого-то, а чтобы показать, что он не просто тень в их истории. Этот инцидент не только потряс общественность, но и спровоцировал взрыв внутренних споров в кругах армии. Некоторые увидели в нем мужество и честность, достойные уважения. Другие же назвали это предательством личной жизни, нарушением границ между айдолами и фанатами.
Форумы взорвались тысячами противоречивых комментариев. Одна крупная фан-база даже объявила перерыв, дав участникам время решить вопрос конфиденциально. Но СМИ не остановились. Журналисты столпились перед зданием HYBE. Некоторые даже пытались прорваться сквозь охрану, чтобы перекинуться парой слов с каждым входящим или выходящим. Но все, что они увидели, это замкнутые лица и быстрые шаги. Никто не хотел разговаривать. Ни в тот день, ни тогда, когда весь мир ждал. Тем временем, во время короткого прямого эфира, внезапно начавшегося поздно ночью, Чимин снова произвел фурор. Он говорил немного, а просто сыграл старую песню, которую Чингук написал еще будучи трейни. В песне говорилось о потере, о выборе, который невозможно вернуть, и о том, кто всегда находится посередине. Хотя Чимин не называл имен и не вдавал контекста, все слушатели понимали, это не совпадение. Это было скрытое послание. Призыв, может быть, для Тэхёна, может быть, для Чингука, а может быть, и для всех нас. Затем последовал еще один шок, на этот раз от мировых СМИ. Западные издания, давно восхвалявшие коммерческий успех BTS, начали вникать в их личную жизнь. Заголовки стали осмеливаться упоминать «любовный треугольник», даже предполагая, что он отражает эмоциональное напряжение, которое участники группы испытывали годами. Наблюдатели за поп-культурой назвали это кризисным моментом, который может навсегда изменить направление развития BTS. Но было ли это на самом деле? Потрясет ли одно признание империю, которую они строили больше десятилетия? Или же оно станет более честным, более человечным и более мощным моментом преображения? С другой стороны, HYBE наконец нарушили молчание. На их официальном сайте появилось краткое заявление, в котором не было ни отрицания, ни подтверждения чего-либо напрямую. Мы просим общественность предоставить пространство и уединение нашим артистам, которые сейчас столкнулись с деликатной и личной ситуацией. Это предложение прозвучало нейтрально, но холодно для многих фанатов. Они хотели ясности. Они хотели узнать позицию Чингука. Они хотели узнать, кого выберет Тэхён. Но за всем этим шумом один из давних сотрудников тихонько выложил в свой личный аккаунт старую фотографию, снимок Тэхёна, Чингука и третьей фигуры, смеющихся за кулисами концерта в Осаке в 2018 году. Их лица светились теплом и смехом, словно ничто не могло их разлучить. Но теперь это тепло превратилось в тлеющие угли, готовые сжечь любого, кто подойдет слишком близко. И самый болезненный вопрос начал звучать среди фанатов: будут ли они все еще вместе после этого? Один из фанатов написал в международном блоге: «Не знаю, на чью сторону встать, но я просто хочу, чтобы они снова сидели вместе, ели рамен в общежитии и смеялись, как раньше. Что бы ни случилось, надеюсь, они знают, что мы любим их как людей, а не только как айдолов». Но не все комментарии были такими теплыми. Некоторые говорили, что признание Тэхёна было большой ошибкой, которая навсегда разрушит имидж BTS, доказательством того, что они больше не могут соблюдать профессиональные границы. Были даже предположения, что крупные бренды могут начать пересматривать контракты, если ситуация зайдет еще дальше. И пока все это происходило на поверхности, мир все еще не знал, что чувствует сам Чингук. Он не появлялся, не говорил и не писал ничего. Но источник, близкий к нему, сообщил, что Чингук не стоял на месте, он готовился к чему-то. Возможно, к самому эмоциональному заявлению в его жизни. Кто-то видел, как Чингук выходил из частной музыкальной студии с опухшими глазами. Камеры не следовали за ним. Только один очевидец видел его издалека и сказал, что Чингук что-то нес. Возможно, запись. Возможно, письмо. Или, может быть, песню. Потому что если Чингук и не может что-то скрыть, так это свои чувства, и он всегда изливает их в той форме, в которой лучше всего разбирается в музыке. В тот вечер главной темой обсуждения по всему миру была только одна: Тэхён признался. Но многие не осознавали, что эта история не закончилась. Это было только начало.
Потому что за одним откровенным признанием последует другое, и, возможно, следующее будет еще более шокирующим, еще более эмоциональным и еще более размытым между реальностью и тем, что фанаты всегда считали иллюзией. И в тот момент, когда все взгляды все еще были прикованы к экрану в ожидании реакции Чонгука, появилось нечто гораздо более удивительное, откуда ни возьмись. Короткое видео, всего 42 секунды, было загружено со старого аккаунта, неактивного с 2021 года. Ни имени, ни подписи, только один эмодзи в виде сердца. Но как только видео заиграло, мир словно остановился. На нем были изображены 3 людей, сидящих вместе в темной студии. Звук был нечетким, но достаточным, чтобы заставить любого зрителя замереть. Тэхён смотрел на 2 людей перед собой со спокойным, но усталым выражением лица. Рядом с ним сидел Чингук, молча, опустив голову. Третий, чье лицо было видно лишь наполовину, время от времени потер глаза, возможно, от волнения или усталости. Не было ни ссоры, ни гнева. Но больше всего пронзила тишина, слишком долгая тишина, словно словами уже невозможно было описать рану, слишком глубокую, чтобы говорить о ней. На 36-й секунде Тэхён наконец заговорил, его голос был несовершенным, слегка дрожащим.